На цены внутри страны влияет несколько факторов основных. Есть сезонные колебания, связанные с балансом спроса и предложения внутри страны, связанные с отдельными ремонтными работами на заводах, весенняя, посевная, там, осенняя, уборочная и так далее. Эти факторы носят такой синусоидальный характер изменения цен, но это синусоида нарастающая, потому что общая тенденция к росту цен, она вызвана такими глобальными проблемами. Во-первых, влияние мировых цен, безусловно, существует, но даже при стабильных мировых ценах на нефтепродукты на рост цен внутри страны влияет два основных фактора. Первое – это инфляционная составляющая, и второе – ежегодный рост налоговой нагрузки за счет увеличения акцизов. Акцизы у нас меняются, увеличиваются, начиная с 2010 года, и это изменение запланировано еще на несколько лет вперед. Если мы посмотрим статистику за последние годы, мы увидим, что вот до 2010 года цены росли примерно на уровне инфляции. Где-то около 20% в начале 2000-х годов, с постепенным снижением темпа роста. Большой рост был в 2008 году, связанный с инфляцией, но зато в 2009 был как бы отрицательный, даже цены упали по сравнению с 2008 годом. Даже в 2011 году, несмотря на беспрецедентные усилия правительства по сдерживанию роста цен в связи с политической ситуацией, цены выросли на примерно 13-14%. Это вызвало недоумение у тогдашнего президента нашей страны. Он дал поручение профильным министерствам разобраться и доложить, почему это произошло. Ну, по-моему, это ничем не кончилось. Но, тем не менее, даже вот в 2011 году рост цен был достаточно существенный. Эти 11-14% сложились из двух составляющих. 7% инфляции, 7% рост акцизов. Если мы посмотрим изменения в 2012 году, то мы увидим, что цены изменились в 2012 году всего на 6-7%. На бензин, ну, где-то на 13% на дизельное топливо, что существенно меньше ожидаемых, потому что инфляция у нас составила где-то около 6%, официальная цифра, на самом деле она больше, как известно. Ну и акцизы выросли примерно на 7%, если пересчитать их к розничным ценам. То есть ожидалось увеличение большее. Мне кажется, что вот недобор как бы роста цен, если можно так выразиться, то есть потери нефтяной компании за счет административного давления на цены, я аккуратно скажу, сейчас мы ощущаем. Ощущаем именно в росте цен. Это первое. Второй момент, безусловно, рост акцизов. Акцизы выросли, начиная с 1 января. Действительно, с 1 июля они будут увеличены на 4-5 класс с целью уменьшения дифференциации акцизов между 3 классом и 4-5. Но рост акцизов с 1 января, учитывая еще, что НДС у нас накручивается на акциз, поскольку акциз не считается налогом. Вот этот рост должен был привести к росту цен в пересчете на розницу примерно на рубль 70. Безусловно, это не мгновенный процесс, но в течение года, безусловно, рынок должен почувствовать. И третий момент, который способствовал сегодняшнему, ну так скажем, плавному увеличению цен, мы это видим и в опте, и в рознице, это, безусловно, тот факт, что потребители, видимо, почувствовали, что цены достигли дна, а они реально падали в течение конца прошлого года, и начинают закупать топливо, делая запасы, понимая, что цены дальше будут только расти. Поэтому, на самом деле, политика государства, направленная на ежегодное повышение налоговой нагрузки, никак не способствует снижению цен. И
плюс инфляция. Поэтому я считаю, что снижение цен мы вообще-то не увидим, если не будет какого-то принципиального изменения мировой ситуации. Например, не упадет цена на нефть, как было в 2009 году после кризиса, там не упадет в разы. Если ситуация мирового рынка останется такая, как сегодня, цены будут плавно расти. И дай бог, чтобы вот этот рост цен не превышал инфляции, плюс роста цен за счет увеличения налоговой нагрузки. По итогам прошлых лет мы, к сожалению, столкнулись с той практикой, когда нефтяные компании обещали, что они будут заниматься модернизацией нефтеперерабатывающих заводов. Но, как правило, наши коллеги из Минэнерго такую информацию представляли. Те планы, которые они ранее заявлялись, они выполнялись примерно наполовину. А на другую половину, естественно, не реализовывались. И это сопровождалось вопросами в отношении достаточности поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Поэтому мы вынуждены были, хотя это не наша в чистом виде функция, заключить такие соглашения для того, чтобы предупредить возможность недопоставки топлива нужного качества на рынок. Также мы это были вынуждены сделать в условиях, когда мы переходили на новый технический регламент, который выставляет требования к топливам, которые поставляются на внутренний рынок. Также мы это были вынуждены сделать с учетом того опыта, когда мы уже один раз пытались перейти на топливо более высокого качества, и выяснилось, что в достаточном объеме его не можем произвести. Поэтому сейчас эта ситуация контролируется. Соответственно, Росстандартъ и Технадзор, Гостехнадзор осуществляют соответствующий контроль в пределах их компетенции. Вместе с Минэнерго мы сочетаем эти вопросы с вопросами обеспечения балансов поставки топлива на внутренний рынок, то есть достаточности его производства и при необходимости возможности поставки, в частности, из Беларуси. В прошлом году уже значительные объемы этого топлива из Беларуси торговались на российских биржах. Поэтому существует достаточно хороший канал для того, чтобы ситуацию менять и улучшать. Действительно, в последние годы имел место существенный рост акцизов. Вот на этом графике вы видите ситуацию, связанную с автомобильным бензином и дизельным топливом. В целом уровни акцизов на автомобильный бензин выше, чем уровни акцизов на дизельное топливо. Это связано с мерами по стимулированию дополнительного вовлечения в баланс, топливный баланс именно дизельного топлива. Но при этом акцизы на дизельное топливо росли большими темпами, чем акцизы на бензин. С одной стороны, это было связано с тем, что изначальная база была по акцизам на бензин выше. С другой стороны, это было связано еще с переконфигурацией и формированием дифференцированных тарифов по разным классам топлива. Тем самым государство стимулировало нефтяные компании для того, чтобы они максимально производили топливо более высокого качества. Этих целей в целом удалось достичь. Эта мера такого экономического стимулирования реально показала себя эффективной. И уже многие нефтяные компании в Российской Федерации выпускают топливо только 5-го класса. Есть те, которые выпускают 4-й, 5-й класс, ну и есть еще те, которые выпускают 3-й класс, но то, что разрешено в соответствии с требованиями регламента. Кстати, наши белорусские коллеги также уже достаточно давно перешли на выпуск топлива 4-го, 5-го классов. И состояние нефтепереработки у наших соседей на очень хорошем уровне находится. Наши нефтяные компании, они же рассчитывают внутреннюю цену нефти, да, как экспортную, вот, плюс поставка по железной дороге минус таможенная пошлина. Таким образом, привязывая наши внутренние цены к мировым ценам. Это один фактор, да, вот, или, скажем так, расшифровка этого фактора. Второй немаловажный фактор, с моей точки зрения, это географическое доминирование. Ну, то есть у нас нефтяные компании, они как бы поделили страну там на некие территории, да, свои лены. Вот. И
Если у нефтяной компании находится АЗС в другой части, не в той, на которой находится НПЗ, где перерабатывается бензин, то эти транспортные расходы соответствующим образом закладываются в цену нефти, продаваемой на АЗС. И я думаю, что здесь как бы обширное поле работ для регулятора, для того, чтобы нефтяные компании торговали между собой бензином, и, может быть, это тоже каким-то образом повлияет на снижение цены. Ну, это моя субъективная точка зрения. Третий фактор – это, безусловно, высокие налоги. Да? Вот. Это высокие налоги. А четвертый фактор – это сезонность колебания. Вот эта сезонность колебания при введении таможенных пошлин, она регулятором совершенно не учитывается, как фактор. Нефтяными компаниями, кстати, тоже не учитывается. Но, тем не менее, это все влияет. 1 января этого года страна перешла на новый экологический класс топлива. Некоторые, так сказать, большие города, прежде всего Москва, как вы знаете, перешли, так сказать, на Евро-4, класс 4. Это, на самом деле, очень большой шаг вперед. В воздухе стало в 3 раза меньше серы, других загрязняющих веществ. Это, на самом деле, это, так сказать, для экологии больших городов мы это сейчас еще, наверное, не чувствуем, да? Но в ближайшие месяцы мы это должны почувствовать. Это важно. Во-вторых, рынок работает. Да? Ну, как бы у нас, так сказать, госрегулирование на цены нефтепродуктов отсутствует, да? Но рынок работает. Так сказать, появляется биржевая торговля реальная, которая создает прозрачные, понятные точки отсчета для ценообразования нефтепродуктов. Есть определенная динамика спроса, есть постоянно улучшающиеся предложения, да, потому что модернизация нефтеперерабатывающих заводов осуществляется последний год действительно опережающими темпами. Да, так сказать, введено 15 установок, инвестировано 190 миллиардов рублей, в следующем году мы ожидаем больше цифры. Произошло достаточно принципиальное переосмысление принципов налогообложения отрасли, это касается и нефтедобычи, и нефтепереработки. Вот поэтому, если говорить об общем посыле, то рынок сбалансирован, продукт доступен, рыночные механизмы работают и продолжают улучшаться. Есть там инфляционные факторы, так сказать, внешних рынков. Все это факторы ежесекундной, ежеминутной рыночной конъюнктуры, как бы, и цены будут там идти вверх, идти вниз, в зависимости от того, что происходит на биржах Роттердама, и в зависимости от того, что происходит на мировых рынках стоимости нефти. Да? Но мы со всем этим работаем, и как бы наша задача – это обеспечить максимальную транспарентность, да? Гарантировать доступность нефтепродуктов во всех регионах Российской Федерации и с нашей стороны создать максимально конкурентный рынок с достаточным количеством предложений для того, чтобы потребитель мог выбирать. Это самое важное. Да? И после этого, я думаю, шаг за шагом мы будем двигаться вперед к тому, чтобы нефтепродукты там, с учетом инфляции и других факторов становились более, так сказать, доступными.